Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня я продолжаю расшивать свой Crazy Quilt, и я буду расшивать вот мои веера, которые у меня по уголкам моего Crazy. Я немножечко пришиваю кружево, потому что оно немножечко торчит. Чтобы оно не торчало, я его пришиваю, заодно украшаю Crazy свой. Я шью козликом. Поближе могу немножечко приблизить, чтобы было получше видно, кто не видел еще этот декоративный стежок. Ну, вообще, я его достаточно часто использую в своих работах, и я уже его показывала. И мне кажется, что и не один раз. Вообще, настоящие вышивальщицы узелки в вышивке не делают, а делают закрепочки. Но я делаю узелки. Вот такой получился козлик. Дальше я на своем козлике делаю вот такие вот, я не знаю, как эти стежки, но такие как галочки. Кто знает, напишите в комментариях, как эти галочки называются по-настоящему. Мне, конечно, учиться и учиться еще, они у меня не всегда одинаковые получаются. Но общий смысл будет все равно одинаковый. Чем и хорошо, вот мне больше нравится вот такое вышивание, чем вышивка по шаблону, по рисунку, когда картины люди крестиком вышивают. Вот здесь можно полмиллиметра в одну сторону, полмиллиметра в другую сторону, большой роли не сыграют. А там, конечно, очень важна точность. Дальше у меня стежок идет, он типа козлика, но только он идет вертикально. Здесь, чтобы не запутаться, надо следить, чтобы нитка была под иголкой. Когда вы протыкаете и проводите иголку, нитка под иголкой. Тогда у вас все очень быстренько получится. На самом деле надо пробовать. Когда попробуете, сразу понятно. У меня здесь швы толстые, но я их не протыкаю насквозь. У меня тут совсем чуть-чуть. Очень уж толстые здесь ткани. Еще один луч я вышила козликом, и я вот нарисовала, видно вот здесь вот, да, не очень хорошо карандаш вот этот мой рисует, он ткань на себя цепляет. Ну вот так вот я буду стебельчатым швом обычным обводить нарисованное. Но еще немножко стирается по мере вышивания. Я не стала останавливаться между розовым и оранжевым. Опять козликом я зелененьким сделала. Потом вот таким вот песочным цветом плюмаж. Тоже я уже показывала этот стежок. Ну и обычные вот тамбурные стежочки делаю типа листочков, лепесточков. Тоже здесь ничего сложного. Я уже показывала эти стежки. Поэтому опять на них останавливаться не буду. А я хотела напомнить для тех, кто впервые на моем канале, не забудьте нажать кнопку подписаться. И я очень хотела большое спасибо сказать моим подписчикам, особенно тем, которые смотрят в YouTube, за то, что они нажимают колокольчик, и им приходят уведомления о моих новых видео. В среднем по YouTube 2,5% от подписчиков жмут колокольчик, а у меня на канале 7,5%. Вы такие молодцы, красавчики, я просто вас обожаю. И подписчиков из Яндекс.Дзен я тоже обожаю. К сожалению, нет этой функции в Дзене, чтобы приходили уведомления о новых видео. Но я все равно вижу, вы пишете комментарии, вы такие молодцы, ставите лайки. Я тоже вас очень люблю. Я очень благодарна всем своим подписчикам из Ютуба, из Яндекс.Дзена за то, что вы меня поддерживаете, вдохновляете. Я прям стараюсь что-то новенькое найти, вам показать. Мне и так нравится все это рукоделье, но когда я знаю, что такая толпа народу стоит и смотрит из-за плеча у меня на то, что я делаю, это какая-то такая и ответственность, и радость. Я очень рада, что вам что-то полезно тут бывает на моем канале. Я сама ведь новичок, еще толком ничего не умею. И мне, конечно, очень приятно, когда вы пишете свои комментарии, хвалите меня. Ну, кому же доброе слово и кошке приятно. Поэтому, конечно, всем нравится, когда их хвалят. Ну и критику, если она есть, и она конструктивная какая-то, я тоже воспринимаю очень адекватно. Я всегда пытаюсь разобраться
разобраться, что именно не понравилось, из-за чего человек вот так вот. Ну, конечно, бывают хейтеры, которым вообще все равно, они прям, ну, им без разницы. Как бы ты ни сделал хорошо и красиво, они все равно найдут к чему придраться и какую-нибудь гадость напишут. Но в основном у меня на каналах очень приятные все люди и пишут всегда, ну, такие вот вещи какие-то. Мы уже даже с многими познакомились, я уже многих и по именам, и по фамилиям знаю, потому что люди достаточно часто пишут и о себе рассказывают в комментариях. Это классно. Девочки, посмотрите, что вот уже на данный момент получается. Это я еще не расшивала пайетками и бисером. И у меня даже мысль закралась, а стоит ли вообще еще расшивать? Но бисером еще ладно, но мне кажется, пайетки я буду по минимуму использовать. Я уже начала в центре вот здесь вот пришивать бисер и пайеточку в серединку пришила. Если вы обратите внимание, то увидите, что я еще добавила вот здесь вот. У меня в прошлом видео я заканчивала вот на этом вот плюмаже. И я добавила еще стебельчатый шовчик один и еще односторонний такой плюмаж. Думаю, что, наверное, я, конечно, буду поменьше пайеток сюда. И так очень ярко, нарядно. По-моему, очень красиво и очень много разных цветов. Но здесь нет у меня желтого и нет белого. Точно так же, как и при вышивке, я иду из центра в стороны. Вот сначала пришиваю вокруг центрального цветочка бисеринки, они у меня голубого цвета. Потом, вот если уже обратите внимание, вот эти оранжевые, они у меня теперь уже все на кончиках красные бисеринки у них. И я теперь вот самые крайние, вот этот односторонний плюмаж, тоже обычным бисерным швом. То есть я не буду прям вот на этом долго останавливаться, потому что, ну, совершенно обычный шовчик. Главное терпение, зрение, настроение хорошее, и все у вас получится. Я когда начинала шить этот Crazy Quilt и расшивать, вышивать, я вот думала, что это будет, ну, или сумка, или, может быть, это будет наволочка для подушечки декоративная. Но теперь я просто растерялась. Мне такая нарядная сумка, вот, которая в результате получилась, и куда мне с ней ходить? Я особо никуда и не хожу. Вот. И наволочка, так как тут уже и бисер, и я в результате и пайетки добавила, тоже получается, ну, чисто декоративная. И, короче, я растерялась. У меня эта заготовка получилась 34 на 34 сантиметра. И что мне из нее сделать, я прям вот прошу вашего совета. Потому что я даже, наверное, устрою такое небольшое голосование. Я под видео напишу, закреплю комментарии, сделать наволочку или сделать сумку, или сделать что-то другое. И где будет больше лайков, где вы поставите, значит, проголосуете сделать наволочку, значит, буду делать наволочку. Ну, а если по количеству лайков победит что-то другое, то пишите, конечно, что именно другое вы предполагаете или предлагаете сделать из этой заготовки. Получилось, конечно, очень много всего, очень ярко. Тут, кстати, можно еще шить, и вышивать, и нашивать, и как бы хуже не будет. Будет только наряднее, но я уже устала, если честно, мне уже достаточно, я навышивалась, я и начала-то, мне прямо захотелось повышивать, что-нибудь нарядненькое сделать, вот красоты какой-то. И даже у меня особо не было плана, что именно делать. Ну вот, все уже надоело, устала и решила на этом и остановиться. Хотя можно не останавливаться, еще добавлять и добавлять. Красоты же много не бывает, правда? Вот эти завиточки зелененькие у сиреневых цветочков в центре, которые просто нарисовала карандашом вот этим мелковым и потом обвела вот стебельчатым шовчиком. Поэтому это несложно, я на этом вообще не останавливалась. Но мне кажется, что они очень оживили всю картинку, особенно за счет вот этих светло-зеленых перышек таких. Таких цветов в мире не существует, наверное, но они у меня появились в воображении.
Если вам так же, как и мне, все нравится, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.